Приветствую, друзья! Давно у нас уже не было наушников с драйвером костной проводимости. А именно он, как вы знаете, способен дать реально качающие, тактильно ощутимые низкие частоты. При этом в новенький этюд компания Kivers поместила еще и 10-мм динамик для глубины и целых 4 кастомных арматурных излучателя. То есть заряжена модель, как говорится, на полную. Любители позитивных вибраций однозначно будут довольны. О них сегодня и говорим. Этюд от Kivers. Поехали! Пришли наушники в небольшой коробке со списком технических характеристик. В комплекте была документация, простенький бокс и целых 3 набора самых дешевых силиконовых амбушюр. Вместо них я, естественно, использовал проверенные временем КБ-07. Кабель на вид простой, он тонкий, гибкий, витой, с прямым штекером на 3,5 мм и сопротивлением на каждый жил по 46 сотых Ома. На первое время он, наверное, сгодится, но лучше взять, например, графоновый от KBR. Чашечки в меру крупные, сделаны из смолы, с парой отверстий для компенсации, пятачком на звуководе и стильно оформленной внешней частью. Смотрится модель шикарно, удобно сидит, да и тактильно. Лично меня в ней все устраивает. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях довольно ступенчатый, но стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 2,76%, что где-то на границе с приемлемым. Про фазу ничего хорошего я вам не скажу, а водопады на 30 и 60 дБ вы, как всегда, можете рассмотреть самостоятельно на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ, вибрационный всплеск в районе 200 Гц, аккуратно приподнятую область разборчивости, еще один подъем на 6,5 кГц и плавно затухающие высокие частоты. В сравнении с Celest Bluetooth Beast у нас, как видите, подвеска мягче и сам звук ровнее. В то время как APVO X-Grid имеет самый жесткий подвес и чуть более яркую верхнюю середину. По вибрации же у нас, друзья, полный отрыв. На слух этюд действительно эффектные, живые и невероятно мелодичные. И это как-то грамотно сплели с очень неплохим разрешением, разделением и скоростью атак. Бас четкий, текстурный, впечатляющий своей глубиной и благодаря драйверу костной проводимости с тактильно ощутимым ударом. При этом он заполняющий, но без доминирования, излишней вязкости или нахлеста на средние частоты. Верха предельно чистые, прозрачные, без колкости, сибилянтов и хоть какой-то агрессии. К середине у меня тоже никаких вопросов нет. Звук весомый, подробный, с очень неплохой артикуляцией, четкостью и динамикой. Верха дополняют ее воздухом, грувом и всевозможными резонансами, тем самым подчеркивая пространство и делая его в правильном смысле открытым. Отдельно хочется отметить прекрасный баланс, выразительность, тембральный объем и ту самую вовлеченность в материал. Последняя тут буквально зашкаливает.
Недостаток же у модели один, и связан он с довольно чувствительным подвесом вибрационного модуля, из-за чего даже легкое движение головой дает эдакий призвук натянутой струны. В музыке он тоже ощутим и, что совсем уж спорно, имеет тенденцию к обратной связи. Особо раздражает, когда это происходит на голосе, тем самым привнося в его звучание нотки по типу трехполосного вокодера, то есть говорящего инструмента. Да, это не всегда критично, а если привыкнуть, так вообще перестаешь замечать. Однако решение со столь гибким подвесом лично мне кажется сомнительным. Для сравнения, в OPVO X-Grid он очень жесткий и никак себя не выдает. А пионеры в виде Celeste Plutus Beast пошли на среднее значение, отчего заводиться он начинал лишь на предельных значениях громкости, что тоже хорошо. Именно по этой причине я бы не рекомендовал данную модель для просмотра фильмов, игр, сериалов, подкастов и любого низкокачественного контента. А вот для всего танцевального, электронного, хип-хопа, всяких живых выступлений, даба и дэнс-холла – это именно то, что доктор прописал. Звук живой, насыщенный, глубокий и в прямом смысле этого слова качающий. Виртуальная сцена представлена как в ширину, так и в глубину. Все макро- и микроэлементы прекрасно сбалансированы. Хорошее позиционирование, эшелонирование и есть та самая голографичность. То есть потенциальный этюд могли бы быть всеядными, включая оркестровую, акустически сложную джазовую музыку, рок или металл. Но из-за описанного мною нюанса точное, да даже просто естественное звучание достигается в них не всегда. Как следствие, при всех их потенциальных возможностях причислить этюд к высокому классу я лично не могу. Да, они веселые, во всех смыслах заводные, с очень неплохим разрешением и динамикой, но от хотя бы легкого призвука на 200 Гц почти невозможно избавиться. Похвалить же модель могу за просто гениальную подгонку излучателей, без сколь-либо ощутимых ступенек или разрывов по текстурам. Все ощущается как единое, хорошо согласованное полотно, с той самой аналоговой теплотой в подаче, шикарным разделением, эмоциональной выразительностью и эффектностью в контексте музыки. На мой взгляд, этюд далеко не для всех и не под любые задачи. В ту же метро или самолет я бы их точно не брал. Так что выбирать их нужно с умом и пониманием всех плюсов и минусов модели. Мне она, вообще говоря, понравилась, однако для долгих игровых или музыкальных сессий я бы предпочел, например, Astral или же Plutus Beast. Итогом наушники Kevirs Etude приятно выглядят, удобно сидят, прекрасно согласованы по излучателям, с немного превышающими норму искажениями, но очень грамотной настройкой АЧХ. Вопрос здесь только к драйверу костной проводимости, который прилично так гадит в области 200 Гц. Звучит же модель сочно, подробно и на самом деле эффектно. С прекрасной мелодикой, эмоциональной выразительностью, разборчивостью и вовлечением в материал. Сцена у них ощутима как в ширину, так и глубину. Хорошая прорисовка текстур, есть глубина и объем, а также приятный такой аналоговый флер. Единственный минус – призвук от драйвера костной проводимости, который проявляется как в результате ваших собственных движений, так и в виде обратной связи на излучатель. Для танцевальной и, например, даб-музыки это просто фантастика. Для более же серьезных направлений их лучше послушать. Неоднозначные наушники, но, так сказать, со своей особой атмосферой. А у меня на этом все. Это была модель Etude от компании Kevirs. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра.